Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка», смотрите это видео. Это история о том, как один ученый открыл секрет, как стать невидимым. Написал роман Уэллс в 1897 году. События происходят в Англии в тот же период. Итак, город Айпинг. В начале февраля в трактире появился какой-то незнакомец. Он был закутан с головы до ног. Хозяйка миссис Холл была рада гостю, ведь зимой у нее в трактире редко останавливались. Незнакомец был странным. Он долго не раздевался. Все его тело было прикрыто одеждой, а лицо бинтами. На глазах большие очки. Наверное, расшибся, подумала миссис Холл. Часа в 4 в трактир зашел часовщик. Миссис Холл попросила его посмотреть часы в гостиной, которые почему-то остановились. В это время в гостиной был незнакомец. Рассказала, что приехал в этот тихий городок, чтобы погрузиться в работу, связанную с различными исследованиями. Свое забинтованное лицо он объяснил несчастным случаем. «Странно у вас тип остановился», — сказал потом часовщик хозяину трактира. На следующий день багаж незнакомца доставили в трактир. Это были какие-то книги, бутылки, колбы. Когда незнакомец взял корзину, чтобы отнести ее к себе в комнату, его за ногу укусила местная собака. Незнакомец сразу ушел наверх. Следом за ним пошел мистер Холл, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он вошел в комнату и увидел непонятно что. Он почувствовал резкий толчок в грудь и очутился в коридоре. «И что это было?» – подумал он. «Хрень какая-то». Через несколько минут незнакомец вышел на улицу, сказал, что с ним все в порядке, и попросил занести его вещи. Распаковав свои бутылки, незнакомец сразу принялся за работу. Миссис Холл иногда слышала ругательства из-за двери, как разбивались бутылки. Видать, у незнакомца что-то не получалось. Кто-то из людей сказал, что незнакомец негр, потому что после того, как собака порвала ему брюки, на месте ноги не было розового тела. Так незнакомец жил до конца апреля, пока у него не начали заканчиваться деньги. Он стал очень раздражительным, у него часто что-то не получалось с его исследованиями. Местным жителям незнакомец не нравился, они его боялись. Жители считали, что он преступник, который скрывается от полиции. Школьный учитель думал, что незнакомец анархист и делает взрывчатки. Потому решил следить за ним. Местные прозвали незнакомца человеком-призраком, а врач мистер Касс изнывал от любопытства профессионального. Он хотел узнать о травмах незнакомца. Однажды врач решил сходить к нему и пообщаться. Он очень удивился, что никто, даже миссис Холл, не знают имени незнакомца. Врач зашел в комнату к незнакомцу. Очень скоро он вышел оттуда и прямиком пошел к священнику. Ему он и рассказал о беседе с незнакомцем. У него руки не было. И ладно бы он протез не надел, а так и руки нет, и рукав не свисает. Хрень какая-то, не мог понять врач. А потом он подошел ко мне и потянул меня за нос невидимой рукой. Я ударил его по невидимой руке и почувствовал ее. Священник задумался. А потом дом этого священника ночью обокрали. Причем и священник, и его жена в это время были дома. Они слышали, что кто-то ходит по дому, но никого не видели. Кто-то чихал, зажигал спичку, звенел украденными монетами, но никого не было видно. Когда рано утром проснулся мистер Холл, то увидел, что двери в трактир почему-то были не заперты, хотя ночью он их запирал. Он поднялся в комнату незнакомца, постучал.
вошел. Там никого не было. Причем вся одежда незнакомца была в комнате. Странно. В комнату поднялась миссис Холл. «Очень странно», — сказала она. И тут постельное белье свернулось в узел, перелетело через спинку кровати, шляпа полетела прямо в лицо миссис Холл. В общем, вся мебель в комнате начала двигаться, а кресло вытолкало супругов из комнаты. Затем дверь в комнату закрылась. «Это духи поселились в нашем доме», — сказала миссис Холл. «Вернее, это незнакомец поселил их у нас». В обед из комнаты вышел незнакомец и потребовал еды. Не попросил, потребовал. О краже в доме священника уже все знали. В трактире было много людей. «А вы сначала рассчитайтесь за 5 дней, тогда и еда будет», — сказала миссис Холл. «Или уже обещанный перевод получили?» «Перевод не получил, но деньги есть». «Да, а откуда вдруг?» «А вот откуда!» И незнакомец стал снимать с себя одежду, под которой была пустота. Все ждали ран, уродства, а там ничего не было. Люди с криком стали выбегать из трактира, а другие, узнав о невидимке, наоборот, ломанулись в трактир. Подошел полицейский, у которого уже был приказ об аресте незнакомца. «Вы арестованы», — сказал он человеку без головы, и схватил его. Завязалась драка. На помощь полицейскому пришли еще 2 мужика. «Ладно, сдаюсь», — сказал невидимка. «В чем меня обвиняют?» «Кража со взломом». Тогда невидимка быстро сбросил с себя оставшуюся одежду. Теперь его никак нельзя было увидеть, и он смог сбежать. Новый персонаж. Бродяга Томас Марвел смотрел на 2 пары ботинок и выбирал, какую оставить. В это время с ним заговорил невидимка. Марвел подумал, что он с ума сошел, ведь рядом никого не было. «Надо меньше пить», — сказал он себе. «Да дело не в водке», — ответил ему голос. «Не волнуйся, я невидимка». Томас кирпичи наложил, но постепенно пришел в себя. «И что дальше?» «Ты мне нужен. Ты такой же отверженный, как и я. Помоги мне, и я тебя отблагодарю. А не поможешь, я тебя убью. Выбирай». Да, охренеть выбор. Конечно, Марвел согласился помочь невидимке. В Айпинге радовались исчезновению невидимки, хоть и не все в него верили. Тем временем в городе появился какой-то потрепанный бродяга. Причем он был странным, разговаривал сам с собой. А потом один из жителей заметил, как этот бродяга что-то стащил. Он побежал за ним, при этом громко кричал: «Держите вора!» Но это было недолго. Кто-то невидимый толкнул преследователя, и он упал. А было вот что. Бродяга Марвел вошел в трактир и пошел в комнату, где жил невидимка. Там были священник и врач. Они разбирали вещи невидимки, в том числе его дневники. В комнату вошел Марвел. «Хочу выпить. Это здесь?» «Нет, внизу. Дверь закрой». Понятно, что в это время невидимка пробрался в свою комнату. Голос в комнате произнес: «Господа, не шевелитесь, и никто не пострадает». Мужики испугались. Они ведь не верили в невидимку. Невидимка взял вещи, которые ему были нужны, и передал их Марвелу. Одежду он, кстати, как Шварценеггер в «Терминаторе», снял с пацанов. А уже Марвела с этими вещами увидел горожанин и побежал за ним. За бродягой побежали и другие жители Айпинга. Невидимка всех их избил. Больше он в Айпинге никогда не появлялся. А тем временем Марвел пытался сбежать от невидимки. Не нравилось ему быть его слугой. Но невидимка его догнал, избил и пообещал в следующий раз убить.
Утром в новом городке Порт-Стоу Марвел сидел у трактира. К нему подсел какой-то матрос с газетой. «Пишут о каком-то невидимке», — говорит он. И тут Марвел захотел рассказать матросу о том, что сам знает. И только он собрался это сделать, как почувствовал присутствие рядом невидимки и передумал что-либо говорить. «Все это хрень собачья, в газетах все врут», — сказал Марвел и ушел. А чуть позже жители города видели, как деньги летают по городу и оседают в карманах какого-то бродяги. Появляется новый персонаж, доктор Кемп. Он работал у себя дома, как вдруг в окне увидел бегущего мужика. Он кричал, что невидимка идет. Это был Марвел. Он забежал в трактир и стал просить о помощи, потому что за ним гнался невидимка. «Спрячьте меня, иначе он убьет меня!» Двери закрыли. В них начал кто-то стучать, а потом разбилось окно. Кто-то невидимый схватил Марвела и потянул его. Один из посетителей схватил за руку невидимку. Марвелу удалось спастись. Какой-то мужик выстрелил несколько раз куда-то, будучи уверенным, что попал в невидимку. Сегодня работа доктора Кемпа продвигалась вяло. Он слышал на улице выстрелы, а потом через час позвонили в его дом. Слуги сказали, что кто-то пошутил, никого не было. А в 2 часа ночи доктор из своего кабинета пошел в спальню спать. На полу он увидел пятно крови. «Странно», — подумал он, — «откуда здесь кровь?» Доктор вошел в спальню, на кровати была лужа крови. И тут он услышал голос. «Ё-моё, да ведь это доктор Кемп!» Доктор подумал, что ему показалось. «Да все нормально, я невидимка». Кемп кирпичи наложил. «Неужели вы меня не помните, доктор? Я Гриффин. Мы вместе учились в универе. Я самый обычный чувак, но только невидимый». Гриффин попросил доктора о помощи, ведь он был ранен, да и голоден. «Охренеть», — сказал Кемп. «Но ведь это невозможно». Гриффин объяснил Кемпу, что его кровь невидима, пока она в нем, в живом. Как только она свертывается, то становится видимой. А еще рассказал, что его бывший напарник, то есть Марвел, украл у него деньги и дневники. Вот только то, что он сам эти деньги сначала украл, Гриффин не сказал. У него была ранена рука, но не серьезно. Гриффин был очень уставшим и лег спать, пообещав завтра рассказать Кемпу всю свою историю. Кемп не спал. Его мозг никак не мог принять факт невидимого человека. Он перечитал все газеты, в которых писалось о происшествиях в ближайших городах. Кемп понял, что у Гриффина с головой не все в порядке. Утром он написал письмо знакомому полковнику Эдаю, а потом поднялся к Гриффину, чтобы выслушать всю его историю. Гриффин начал. Все началось 6 лет назад. Мне тогда исполнилось 22 года. Я забросил медицину и увлекся физикой, особенно проблемой света. И Гриффин стал рассказывать всю эту муть: преломление, отражение, поглощение света. Гриффин боялся, что его исследования украдут, поэтому работал в одиночку. Для того, чтобы проводить эксперименты, ему нужны были деньги, а у него их не было. Тогда он ограбил своего отца, а эти деньги были чужими, и отец застрелился. Его смерть никак не огорчила Гриффина. Он продолжил свою работу, которая для него была важнее всего. А теперь все его записи были в книгах, которые украл Марвел. Его нужно найти и забрать книги. Свой первый удачный опыт Гриффин провел на куске ткани. Он стал невидим. Потом была кошка. С ней возникли сложности. Когти и глаза оставались видимыми. Эта кошка убежала. Вскоре пришел хозяин комнаты с требованием
выселиться из его дома, потому что Гриффин был неадекватом. Тогда Гриффин решил сделать все сегодня. Всю ночь его колбасило. Тошнота, температура, обмороки. Он потерял сознание и очнулся ночью. С рассветом Гриффин увидел, что его тело становилось прозрачным. Около полудня в комнату стали ломиться какие-то люди, чтобы вышвырнуть Гриффина вон. К тому времени он уже стал невидимым. Гриффин вылез в окно и смотрел, как по его комнате шарят несколько человек. Гриффин решил, что нужно полностью замести все следы. Он взял свои записи, открыл в комнате газ и поджег весь дом. Себя оправдал тем, что дом был застрахован. Ну а потом пошел искать новые приключения на свою задницу. Детский сад. Он хотел прикалываться. Думал постучать кого-то по плечу, сбить шапку. Затем понял, что и минусы тоже есть. Его ведь никто не видел, потому люди часто врезались в него, собаки лаяли. А Гриффин был без одежды. А на улице, на минутку, январь. Понятно, что скоро он догнал, что нужно как-то себя защитить от холода. На снегу Гриффин оставлял после себя следы. Его заметили мальчишки, которые нифига не могли понять. Гриффин убежал от них. Итак, его новое положение. Без одежды, без денег, без друзей, без родственников, простуженный, но зато невидимый. Он хотел было открыться людям, но подумал, что люди жестокие. Они сделают из него подопытного кролика. Потому, ну его нафиг, как-нибудь сам справлюсь. Гриффин пошел в большой магазин. Там и согрелся. Дождался, пока магазин закроет, и начал бродить по нему. Оделся, наелся и счастливым лег спать. Утром работники магазина его заметили. Мозгов, чтобы раздеться, не хватило. Вот он и бегал по магазину, пока наконец-то не додумался снять с себя одежду. Ему удалось скрыться. Он снова голым вышел на улицу. Под снег он не мог выйти, под дождь тоже, ведь сразу становился заметным. Есть тоже не мог, потому что непереваренная пища была видна. В общем, с этой невидимостью один геморрой. Гриффин подумал о театральных костюмерах и пошел к театру. Там была лавка, в которой продавалось все, что ему было нужно. Парик, маска, очки, костюм. И денег можно было бы украсть. Хозяин лавки обладал тонким слухом. Он понимал, что в его доме кто-то есть, но не мог его увидеть. Раньше лавки часто делались таким образом, что на первом этаже был магазин, а на втором жил сам хозяин. Гриффин очень тихо перебирал в одной из комнат одежду, как вдруг его услышал хозяин. Он ничего не понимал, но на всякий случай запер комнату на ключ. Потом снова услышал шум и открыл дверь. «Наверное, крысы», — подумал он. Гриффин понял, что нужно что-то делать. Он стулом ударил по голове бедолагу. Тот скатился по ступенькам. Затем Гриффин связал его в простынь. Доктор Кемп, слушая все это, был в шоке. Затем Гриффин пошарил по дому. Нашел еду, одежду, деньги. Оделся и вышел на улицу. «А хозяин дома?» – спросил Кемп. «Да хрен его знает. Наверное, выбрался как-то из простыни». Однажды Гриффин зашел в ресторан, сделал заказ, а потом только понял, что он не сможет есть, если лицо останется закрытым. Попросил отдельную комнату, сказал, что изуродован. А потом Гриффин поехал в Айпинг работать. Он снова захотел стать таким, как прежде. Но неудачи привели его к Кемпу. Он планировал перебраться туда, где теплее. Сначала во Францию, потом в Испанию, а потом и в Африку. Гриффин сказал, что ему нужно получить назад свои книги, которые были у Марвела. Он в тюрьме сидит. Сам об этом попросил, ответил Кемп. Гриффин сказал, что ему одному
без помощи очень трудно. Помоги, друг. Мне нужно место, чтобы работать и чтобы ко мне никто не лез. Нам нужно заняться убийствами. Убийствами? Чего вдруг? Я должен показать, что я чувак серьезный. Нужно захватить весь город и всякого, кто ослушается, убивать. А тем временем Гриффин услышал какие-то шаги по лестнице. «Ах ты ж сука!» — сказал он Кемпу. Гриффин схватил его за шею. Перед комнатой стоял полковник Эдай, начальник полиции, которому Кемп написал письмо. Он видел, как непонятно что душило Кемпа. А потом он почувствовал удар по яйцам. Гриффину снова удалось сбежать. Полицейскому Кемп рассказал, что у Гриффина крышу сорвало. Он думает только о себе и о своей выгоде. А теперь, когда он в ярости, то не остановится и перед убийствами. Нужно не давать невидимке ни есть, ни спать. Ему очень нужны записи, о которых знает Марвел. Собаки его чуют. Да и вообще, его самого нужно убить. Закончил давать рекомендации Кемп. Убегая в ярости, Гриффин толкнул какого-то мальчика, и тот сломал ножку. Он не мог простить Кемпу предательство. А в это время в городе вовсю искали невидимку. Все дома люди позакрывали, поодиночке не выходили. А потом жители города обнаружили труп одного мужика. Его убили железным прутом. Должно быть, он даже, не зная о невидимке, встретил его. Гриффин непонятно как смог переночевать. Наутро он снова был готов мстить всему человечеству. Он написал записку Кемпу. «Говнюк ты, Кемп, но ничего, я справлюсь. Отныне ваш город, Бердок, переходит из-под власти королевы под мою власть. Наступает эра невидимки. Я невидимка первый. В первый день я убью только одного человека. Тебя». Кемп подумал, что ему делать дальше. Он написал план своих действий в записке и передал ее своей горничной, чтобы она отнесла ее в полицию. Записку невидимка у горничной забрал. К Кемпу домой зашел полковник Эдай, и в это время невидимка начал бить стекла в доме Кемпа. Эдай пошел в участок за собаками. На улице его окликнул голос. Невидимка легко отнял у полицейского револьвер и несколько раз ударил его. «Вернитесь в дом», — сказал ему Гриффин. Эдай поплелся к дому Кемпа, а потом вдруг попытался завязать борьбу с невидимкой. Плохая идея. Гриффин его завалил. А потом он взял топор и начал ломиться в дом. Кемп подумал, что дело хреново. Вдруг в дом постучались полисмены. Кемп быстро впустил их. Тем временем Гриффин уже проник в дом. Ему нужен был Кемп. Одного полицейского Гриффин топором ударил по голове, но тот остался жив. Второй полисмен в это время смог ударить кочергой во что-то мягкое. Гриффин завыл от боли и убежал. Кемпа дома уже не было. Пока полицейские боролись с невидимкой, он сбежал подальше. На соседней вилле жил мистер Хиллас. Он увидел разрушенный дом Кемпа и бегущего самого доктора. Хиллас быстро все понял и закрыл все двери и окна. «Простите, но он гонится за вами. К нам нельзя. Вы держитесь. Всего вам доброго и хорошего». Кемп вынужден был бежать дальше, а Гриффин следовал за ним. Кемп побежал сразу в полицию. Он кричал, что за ним невидимка. Люди взяли палки и начали окружать то место, где мог находиться Гриффин. Кемп получил удар в ухо, в челюсть и упал на землю. Гриффин сел на Кемпа и начал его душить. В это время какой-то чувак лопатой сзади огрел невидимку. Толпа мигом налетела на него. Били изо всех сил. А потом Кемп понял, что Гриффин не дышит.
невидимка начал становиться видимым. Перед людьми лежало голое, изувеченное тело мужчины. Бродяга Марвел на украденные у невидимки деньги купил себе трактир и жил себе дальше. По вечерам он открывал книги Гриффина и листал их, пытаясь понять, как можно стать невидимым. Ведь, имея такой дар, он бы совсем по-другому им распорядился, а не так, как дебил Гриффин. Вот такая история, друзья.